Сезон осенний начинается. Начались грибы, начались походы в лес. Так, сегодня идем, гуляем по лесу, поковыряем монетки, пломбочки. Может, еще что интересное выкопаем. Копаем с Деусом 2. Все, экипировались уже. Все, готов к поиску. Начинаем. Итак, сегодня буду пробовать программу 3. Чувствительная полифония. Пока настройки оставил стандартные, буду по ходу их подгонять. Еще с ней не ходил. И вот первый же сигнальчик у нас 65. Монетка сразу вылезла. Интересно, что за монетка, я пока не понимаю. Скорее всего, наверное, латвийские сантимы. Или что-то из этой серии. Ладно, продолжаем. Итак, вот у нас тут появился наконец сигнальчик интересный, монетный. Ну что, мне, кстати, программка эта нравится, третья, полифония. Чувствительная полифония. Прикольно. Чуть уже подрегулировал. Скорость поставил на 2. Вот. Будем смотреть. Что дальше? Как бы первый раз с ней работаю, поэтому буду по ходу какие-то параметры менять. У нее там по умолчанию скорость отклика стояла 3. Я пока поставил 2. Ходим, посмотрим. Вот сейчас что-то зацепили. Сейчас поглядим, посмотрим. Только видно? Что-то они... Что-то как-то... Нет, что-то пин глубоко еще лежит. Еще лежит где-то там в глубине. Так. Ты где ты? Не ори. Сам все вижу, сам все слышу. Так. Где-то в стороне. Такая, друзья, нелегкая. Не так все просто в этом копательском деле. Да что ж там такое? Что ж там такое звенит-то? О, достал. Ничего себе. О, это нож. Друзья. Так, камера. Это нож. Похоже какой-то. Сейчас где-то щеточка была. Чуть-чуть его пошкрябаем. Посмотрим. Он был, не он? Да, скорее всего он. Так. Какие-то надписи увидим на нем. Тут какой-то буква G выбита с этой стороны. Интересная такая находочка. Но жалко, все ей уже. Ржа ее победила. Можно попробовать отмочить? Ну, я не думаю, смысловой нагрузки никакой нету в этом. Блин. Что-то в глаз залетело. Вот так вот. Старинный перочинный ножичек. Ладно, забираем. Грибы какие-то растут. Что это за грибы? Кто скажет мне? Грузди, наверное, да? Или как-нибудь еще они называются. Что с ними делать? Кто-то еще мелкий где-то тут рос. Вот мелкий растет еще гриб. Ладно, посмотрим, может каких-то благородных наберем. Вот хочу вам показать, поймал сигнал вот в таком вот неудобном месте, прямо под кустами. Мог сюда катушку и не засунуть. ВДИ 76-78. Работает с 2 сторон. Значит, скорее всего, цель будет цветная. Но не факт, что она какая-то, конечно, будет хорошая. Но мы посмотрим. С вами вместе удивимся, обрадуемся.
Сейчас я в настройке покажу после этого окончания эпизода, что у меня стоит. Интересная программка, кстати. Мне нравится. Сейчас периодически хожу, копаю. Беру программу какую-то одну. Хожу на ней, там пробую. Изучаю. Теория — это, конечно, все хорошо. Но ничего лучше практики нету. В теории можно нам все рассуждать. Выискивать там. Какие-то формулы удачи. Что-то выкопали, похоже. Что здесь? Вот это, наверное. Вот она. Шрапнель обыкновенная. Одна штука. Ладно. Что у нас тут по настройкам? Скорость 2. Звуковой отклик 4. Посмотрим, может быть, я его... Ладно, пускай 4 остается. Дискриминус 6,4. Слышим все железо. Чуйку 95 поставил. Частотный сдвиг 0. Уровень железа 3. Скорость 2. Так, дальше. Сейчас посмотрим, что у нас. В профи настройках полные тона стоят. Пробка бутылка 0. Метка 23-24. По беззвучной 3. Поставим 4, чтобы нам полегче ходить было. Так, дальше. И... О, блин. Аудио у нас... ПВМ. Все. Вот все, что у меня стоит. Если вы что-то можете мне порекомендовать, посоветовать, пишите в комментах. Будем пробовать. Места здесь средней замусоренности, от жуткой мусорки до вообще космоса, без сигналов. Поэтому буду менять скорости в зависимости от местоположения. Будем пробовать. Итак, давайте совместно посмотрим, что здесь будет. Сигнальчик 79. Тут был железный крючок. А тут что будет? Здесь цветняшечка будет. Большая вероятность. О, что это? Точно цветняшечка. Но, скорее всего, не то, что нам надо. Да, какой-то алюминиевый оплав звенел очень хорошо. Даже свинцовый. Ладно, не повезло. Вот такое. Интересно. Краска начинает валиться уже. Вот это, когда все завалится, будет вообще шикарно. Итак, у нас тут сигнальчик 87. Интересный. Даже 92. Серебряный сектор. Ну ладно, посмотрим сейчас. Пином. С одной стороны четко, с другой стороны уходит железо. Что на выходе будет? Ой, камера ушла. Пока неизвестно. Похоже, я еще не выкопал. О, где-то что-то цепануло. Ладно, докопаю, вам покажу. Сигнал я вытащил. Так, интересно, как детектор его сейчас будет слышать, когда он здесь уже рядом. Да, он цветной целью его слышит. Давайте посмотрим. Уйди подальше. Что же это такое? Пока я не вижу. Ничего не вижу, ничего не слышу.
Что ж такое-то, а? Вы что-нибудь видите? Может, вы видите? Может, я слепой просто, не вижу ничего? Вот. Нет. Чудеса какие-то. Да и только какая-то мелкая цель. Здесь надо по-другому наработать, по другой схеме. Так можно месяцами надо в руку брать предмет, чтобы он был. Ну что ж такое-то, а? Это уже как предъява просто какая-то. Так, друзья, давайте-ка я разберусь с этим. Потом включимся. Короче, друзья, в итоге это оказалась вот такая хрень. В том месте, где я искал, это был пином, это был маленький железный гвоздик, миниатюрный. Но поскольку я махал в этой плоскости, а на глубине лежала вот такая вот алюминиевая пластина. И она создавала видимость цветного отголоска. Вот такая. Но в итоге все-таки добрался до сути. Вот так вот бывает. Друзья, пипец как обидно, я такой лошара, бля, просто нет слов. Складень убил. Попал точно в складень лопатой. Охренеть, как обидно-то, а. Створка складня. Ё-моё, такая находка. Ёлки-палки. Ай-яй-яй. Друзья. Ну как же так, а? Сейчас мы ее почистим немножко. Ай. Ладно, мне что делать? Будет, значит, такая, как есть. Попробуем немножко подреставрировать. Итак, друзья, давайте сейчас помоем его. У меня фляжечка с собой. Висит, сейчас я его вытащу. Здесь немножко водички. Недавно купил на барахолке красный выборжец, 86-й год. Чистенькое все полностью. Без коррозии, без ничего. Можно пользоваться. Сейчас глоток сделаю. Еще глоток. Вода живительная из родника. Так, давайте попробуем почистим немножко. Посмотрим. Блин, вам ничего не видно, наверное. Ну ладно. Так, фляжечку поставим пока. Вот. Сюда. Щеточкой сейчас аккуратно ее почистим. Да, вот там 3 святых видны. Ну ладно, будет так. Ну что делать? Ну бывает в жизни всякое. Потом я еще дремелем пройдусь. Мы это дело все в порядок приведем. Ну будет как есть. Я сейчас по-любому такие вещи, они на продажу не идут. Они остаются в личной коллекции. Ты что-то орешь, блин, не ори, блин. Ой, блин. Ну вот, смотрите. Пипец, жалко как. Угу. Ну да. Ну ладно, что делать, бывает. Но все равно находка бомбическая, друзья. Бомбическая находка дня сегодняшняя. Фотки я вам приложу, как это все будет в чистом виде. Давайте, погнали дальше. Кстати, сигнальчик показывал 75 на глубине на складень. Ну, складень немножко, он тонкий. Я там выкапывал складни, они более толстый металл, какой-то тоненький. Ну ладно, сейчас у нас сигнал чуть-чуть повыше. 85. Не глубоко, судя по всему, лежит. Сейчас мы с вами посмотрим, что тут будет.
Я думаю, пин должен взять. Кстати, очень удобно. В этой сумке пин. Сумочка вот такая. Garrett Metal Detector. Приобрести можно в магазинчике iDetect, где я это успешно сделал. Хотите такую? Тоже обращайтесь. О, какие-то звуки из леса. Так, ладно. Сейчас мы проверим, что здесь будет. Ощущение, кто здесь что-то грузит. Буквально прямо под носом. Ой, извините, хаос в кадре. Я переключаю пин в вибрацию. Так, давайте так. Мы своими звуками можем смущать посетителей леса и еще кого-то. Вот вытащили. Ух ты. Какая-то лютая старина, уголок от чего-то. Нет, не лютая старина, обычный уголок. Каких много везде. Блин, главное, чтобы сейчас не последовал сзади удар по голове. Друзья, не самый хороший вариант, когда ты достаешь из ямы с сигналом косточки. Чьи косточки? Я не знаю. Так, камера, смотри правильно, прямо. Так. Гвоздь. Гвоздь и кость. Картина маслом. Нахожусь я в таких зарослях мангровых. Пробираюсь к мусорной точке, к одной мусорочке. Вот, заодно как раз буду на ней пробовать программу. Иду, машу по дороге. Лианы. Ну какие, смотрите. Да, это прям джунгли. Такая здесь полянка интересная, заросшая крапивой, но она вроде начинает ложиться. Возможно, можно будет промахать. Ладно, погнали. Ну, смотрите, ситуация какая. Промахать-то, конечно, можно, но все время она подцепляет. Ну ладно, попробуем как-то походить. Друзья, копал сигнал, он там еще остался 30, и мне вылезла вот такая штука пластмассовая. Я сначала не мог понять, что это такое, на ней что-то написано даже. Ух ты, это даже Скрастинш, П Скрастинш. Это, друзья, похоже, складывающаяся расческа господина Скрастинша, П Скрастинш. Так что, уважаемый товарищ Скрастинш, если ты узнал свою расческу, обращайся, я тебе верну в целости и сохранности. Четкий такой гребешок, но это по-моему, советская эпоха, времена СССР. ПС, может быть, школьник какой-то потерял свою расческу. А сигнал-то там остался еще. Сигнал, правда, низкий, 30 с чем-то, фольговый. Но не выкопаемый Скрастинш.
Да, точно. Так что расческа господина Скрастинша у меня. Если надо, обращайтесь. Вы, наверное, уже выросли. Судя по всему, что на какой глубине она находилась. Расческа здесь. Так что, может быть, это уже дедушка какой-нибудь Скрастинш. Может, он давно уже там же где-то лежит. Ладно, это никто не знает. Все, дальше идем мы в дебри. Крапива почти с мой рост, бывает, кусты попадаются. Но мы не сдаемся. Идем к заветной цели. У нас Деус как коса. Шансов не оставляет никаких. Так, я думаю, меня видно. Вот тут, короче, друзья, лежит здоровый кусок, предположительно, цветного металла. Какая-то здоровая. Будем сейчас это все дело выковырить. А вы с удовольствием наблюдаете. Я думаю. Поганая, что на нем дерево выросло. Похоже, громадный лист меди. Просто жесть. Как вам? Медяшечка. Интересно. Вот так вот. Кусок меди. Здоровый. Что это такое? Я не знаю. Да, это медь. Ту-ту-ту. Как-то ее с собой надо утащить. Такую штуку ее можно сдать. Что это было, непонятно. Вот такая. Ну, друзья, что мы с ней, что будем делать? Как-то надо ее уволочь. Ну ладно, я где-нибудь, наверное, сохраню ее. Потом за ней схожу. Да, прикольненько. Медяшечки такой кусок. Ну, евриков 25 такая штучка, наверное, будет стоить. Видите? Поцарапал красный блеск. Ничего, хорошая находка. Берем. Так, друзья, мы в той самой лютой мусорке. И у нас монетос. Смотрите, смотрите. Монета. Это серебро. Есть, есть. Не могу кричать. Серебро, блядь. Я опять ахнул лопатой ее. Да что ж такое? Охренеть, 15 копеек. 15 копеек. Yes, yes. Слушайте, друзья, это место, где было 15 копеек серебряные, да? Я уже ушел, покопал, я уже сложил этот медяху, будем забирать ее с собой. И тут я прошелся, решил еще раз пройтись. Сигнал 83.
четенький. Давайте посмотрим. Может быть, еще пятнашечка? Но нет, на этот раз не так все сладко. Предмет, конечно, белый, алюминиевая проволока. Ладно, сумку ее потом выбросим. Блин, кто меня за ногу укусил. Или это крапива. Продолжаем. Ну вот, также попались части от старенькой губной гармошки. Такие прикольные, но бесполезные. О, неожиданно уже здесь у нас монетный сигнальчик, друзья. 90. Тут такое подозрение, что где-то на поверхности, блин. Вот эта штука здесь явно лишняя. Как бы это ни она звенела. Пеноблок. Надеюсь, это не он звенел. То меня испортит все. Звенело где-то там дальше. Так, сейчас камеру подвесим куда-нибудь. Будем снимать вот так вот в подвешенном состоянии. Веточка лишняя. Посмотрим, как он точно в яму попадает. Ну, почти. Что-то лежало под пеноблоком, вот под тем. Может быть, им специально что-то закрыли. Мы скоро это узнаем. Я уже боюсь этой лопатой аккуратно уже. Вот что лежало под пеноблоком. Ну, сигнал достойный. Медь. У нас сегодня день меди и серебра. Уже медь подготовлена. Понесу ее в руках. Мелкие части я запихал в деусовский рюкзак. А там, в случае, нету еще что-нибудь. Еще надо с каким-то... Но мы это здесь отдельно это дело. Нет, вроде там больше ничего нету. Надо будет здесь еще щупом потыкать. Но, друзья, скажу так вам, надо с собой мешок большой брать. Я, конечно, металл не собираю, но когда здесь около 10 килограмм меди, ну, грех не забрать. Я не знаю, сколько, по 3 или по 5 евро за килограмм. Ну, вот, по-любому приятное дополнение к копу. И еще какашки. Какашечки. Свеженькие. Здесь кто-то срал. Так. Вы сами вот сейчас видите, прямо пока я с вами разговаривал, нарыли сигнал 84. Давайте-ка. Вот такой коп у нас сегодня с вами получился. Так. У нас сегодня цвет мед идет вовсю, но это я брать не буду. Алюминий. Ставим где-нибудь вот здесь на дереве. Для любителей пробивать места. Кто-то найдет проволоку, привязанную к дереву. Скажет, ага, я нашел его место. Итак, и снова у нас сигнал был 65. И снова у нас монетка, по-моему, третья за сегодня. Третья монетка. Я подозреваю, что это сантимы латвийские. Да, это латвийский сантим. 1 сантим 20-е годы. Но они такие редко бывают в хорошем состоянии. Ох, собаками меня гонят. Лают где-то. Чуют меня. Ой, не к добру это. Закончил копать на сегодня. Сейчас будем
выбрасываются из этих замечательных хабарных мест. Ну, на самом деле, находок-то немного было по количеству, но по качеству, в принципе, годно. Сейчас я вам все покажу. Вот, что у нас сегодня было. Ножичек перочинный, складень, который я уничтожил. 2 монетки, скорее всего, по сантиму. 15 копеечек 882 года. Хрень заморская, цены немалой. Расческа господина Крастенша. Вот такой сегодня итог наших сегодняшних похождений. Все, друзья. На сегодня комп закончен. Он закончен для того, чтобы начать новый завтра. Все, всех рад видеть. Подписывайтесь. До новых встреч. Блин, теперь все, чтобы все унести, как-то надо будет освобождать руки. Каким образом я это буду делать, я пока не знаю. В первую очередь надо подвесить лопату, чтобы мне одна рука освободилась. Я одной лопатой нес детектор, сюда я уже запихал часть железа. Так, сейчас мы что сделаем? Сумочка просто бомба, друзья, на самом деле. Лопату мы сейчас прикрепим вот так. Вот. Вот, одна рука у нас, в принципе, освобождена. Так. Далее, нам как-то сейчас надо все это собрать с собой, потому что, да, рюкзачок теперь у меня получился еще тот. Рюкзак, если вам тоже надо, магазин iDetect, обращайтесь. Отличный магазин, я вам его все время буду рекламировать. Как бы вы ни просили, потому что действительно хороший магазин. Теперь в эту руку мы возьмем Деуса. В эту руку мы возьмем медь. И вот так вот мы пойдем. Друзья, подписывайтесь, дальше будет интереснее. Добыча разложена по мешкам. Здесь где-то около 11 килограмм. Сейчас едем это все сдавать. Так, где он тут был? Где-то впереди. Итак, подъезжаем к месту приемки металла нашего. Давно я такими вещами не занимался. Сейчас заодно узнаем, как это все делается. Вспомним, как говорится. Медь 6,50 за килограмм. Ладно? Смотрим. Итак, операция по продаже доспехов Медного Рыцаря закончена. И сейчас мы можем посмотреть на результат. Сейчас я тут самое пригну, чтобы вам показать, что получилось у нас. Так, вот у нас это медь. Вес у нас вышел 10 килограмм. Ну да, где-то примерно. Я дома взвешивал, у меня где-то 10 с копейками было. Цена за тонну 6400 евро. И наш доход 64 евро. Минус 10% налог 6,40. И в итоге нам вышло на карман 57,60. То есть доспехи викинга, доспехи Медного Рыцаря обошлись нам 57,60. В принципе, неплохая прибавка к зарплате. Все, друзья, всем пока. Ну, мы еще проверим это место. Может быть, там еще какой-нибудь доспех не выкопали.